А сегодня я столкну два тайфуна. Всем привет! Сегодня я сравню два крупнейших интернет-магазина сборных моделей между собой, а именно Arma Models и Я Моделист. Сравнивать я буду в аспекте прокачки новинки от звезды бронеавтомобиль Typhoon K. Вообще сравнивать интернет-магазины можно по разным аспектам, такие как ассортимент, цена, доставка, но сегодня я их сравню именно к тому, как они подошли к прокачке к новинкам от звезды. И да, если у вас нет тайфуна, значит у кого-то их два. Сразу скажу, что оба интернет-магазина я очень нежно люблю. И большое им спасибо за конкуренцию между собой. Ведь любая конкуренция между магазинами и производителями сборных моделей только на руку нам, моделистам. Итак, что же такое предзаказ? Это когда до начала старта продаж интернет-магазин продает вам эту модель, но вы ее получаете только как раз-таки со старта продаж в первый же день. И, соответственно, за ожидание вы получаете от интернет-магазина какие-то плюшки. Так что же это такое прокачка? Это и есть эти дополнения и плюшки, которые получаем мы, моделисты. Обе эти коробочки стоили по предзаказу одинаково, 2500 рублей. Сейчас тайфун можно купить за эти же деньги, но уже без дополнения от этих магазинов. Так если вы в любом случае планируете купить такую модель и знаете, что она скоро выйдет, то лучше сделать это по предзаказу. Денег вы потратите столько же, но вы получите бонусы бесплатно. Еще я советую брать модели с прокачкой начинающим моделистам. Так вы бесплатно познакомитесь с такими вещами, как детали из смолы, точеные стволы, фототравление, наборные металлические траки и прочие интересные штучки. Так у начинающего моделиста, скорее всего, нет полного арсенала красок. И прокачка – это очень классно. Она поможет вам его накопить. После 5-7 моделей, купленных по предзаказу, у вас наверняка будет полная палитра красок, которые используются в моделизме. И в придачу к ним будет интересная химия для тонировок. Вообще прокачка моделей магазинами – это фишка, характерная только для отечественного рынка. И мне кажется, она довольно-таки крутая. Например, западные интернет-магазины только предлагают скидки, что довольно скучно. Ведь благодаря таким дополнениям можно приобрести для себя что-то новое в таком направлении, как моделизм. По сути, абсолютно бесплатно. Например, раньше я собирала модели только из коробок, без каких-либо дополнений. Но сейчас, если я собираю модель, то обязательно дополняю ее какими-то деталями. Например, тем же фототравлением или какими-нибудь смоляными штучками. Иногда в качестве дополнений кладут точеные стволы, наборные траки гусениц, смоляные фигурки или, например, объемную клепку для самолетов. Что любопытно, Я Моделист и Arma прокачали тайфуны несколько в разных направлениях. Я Моделист ушли в область кастомизации моделей, а Arma сосредоточила свое внимание на окраске. И давайте поподробнее взглянем, в чем же заключается прокачка. Я Моделист положили в подарок декали с военными номерами Российской Федерации. То есть благодаря декали можно воспроизвести конкретную боевую единицу. И что самое важное, эти декали вам хватит на много моделей. У меня после тайфунов планируется еще несколько проектов с военными автомобилями, где я тоже воспользуюсь этим дополнением непременно. Что любопытно, что каждая серия номеров обозначает конкретный вид войск. И что у гражданских автомобилей обозначает регион, у военных автомобилей это военный округ. Также вот такой вот наборчик для постройки такой специальной системы Jammer. Это такой радиоглушитель. Вот, тоже от фирмы Mini Arm. Давайте откроем. Детали тоже из смолы. Так, ну вот пакетик с детальками. Ну, тоже все вроде прилично выглядит. То есть, видите, даже какие-то маленькие решеточки. Практически без оплоев. И очень аккуратно. Да, это, наверное, инструкция по сборке. Сейчас посмотрю. Да, такой маленький листочек. А тут еще, смотрите, а тут еще фототравленные детали. Даже я не знала. Тоже очень интересное дополнение. Какие-то ремешочки. Вот, да, и действительно схема сборки. Вот, тоже вроде понятная. Теперь давайте взглянем на допы от Arma. Как я уже говорила, ранее упор они сделали на окраску и положили в коробку краски от Amo MIG. Собственно, вот она, цвета Forest Green, которая, по идее, должна идеально подходить для отечественного тайфуна.
Краска Атамо довольно неплохая, но цена у нее довольно высокая, как мне кажется. Кстати, предзаказ — это неплохое подспорье познакомиться с красками от других фирм. Всем привет, с вами Даша из будущего. И тут я закончила окраску Тайфуна и скажу, что оттенок Forest Green Атамо — это не лучшее решение для данной машины. Ведь настоящий Тайфун, он намного темнее, чем предлагается эта краска. Как я решила эту проблему? Я в оттенок Forest Green добавила оттенок Olive Drab, тоже Атамо, который шел в предзаказе к Шерману. И получился вот такой оттенок. К тому же мне пришлось воспользоваться темным фильтром. Я нанесла, наверное, слоя 3, чтобы добиться более-менее оттенка, похожего на прототип. Также Arma положила смывку темно-коричневого цвета, тоже от MIG. Темно-коричневая смывка должна почти идеально подходить под базовый оттенок зеленого. Ну и самая загадочная для меня баночка — это вот этот шейдер. И как вы можете догадаться, он тоже Атамо. Такую химию я еще не пробовала. И я вам обязательно покажу, что это такое. И снова с вами Даша из будущего. И я попробовала этот шейдер. По сути, это жидко разведенная акриловая краска. И результат его применения мне, в принципе, понравился. Он позволяет сделать такой не пришейдинг, а постшейдинг на модели. Более подробно можно будет посмотреть в одном из следующих видео по сборке этих тайфунов. Ну и следующее дополнение — это интерьер от Quinte. Это такие декали-наклейки, и к ним идет инструкция. Вот такая интересная. Так что такие декали очень объемные, они интересно дополнят вашу модель и помогут сделать вашу модель более достоверной. Но еще Arma мне положила в коробку 2 дополнения, как для держателя карты, то есть для непростых смертных. Это жидкость для тонировки бронестекол и глянцевый лак. И опять без опознавательных знаков. В своей рекламе они пишут, что это высокотехнологичный лак, но мы с вами еще проверим, что это такое. Еще Arma положила вот такую интересную бумажку, в которой они хвастаются, сколько предзаказов они оформили на эту модель. Еще Arma обещала эксклюзивную брошюру-гайд по окраске Тайфуна от самого Химиноса. Но в последний момент они эту брошюру заменили на видео, что мне, например, немножко обидно, потому что иметь такую брошюрку намного приятнее, чем видео в интернете. Например, у меня есть похожая брошюрка для окраски Шермана, которую мне также положила Arma в коробку. Кстати, очень странно, что такими прокачками магазины обходят модели от АВД, ведь у АВД есть очень много моделей, и они страдают малой детализацией. И прокачка там действительно нужна. А фигуры в 43-м масштабе — это вообще дефицит. И да, высокодетализированные колеса на КАМАЗах от АВД смотрелись бы намного шикарнее, чем из коробочные. Я моделист или Arma. Вам дать телефончик, ребята с Костромы? Но вы должны понимать, что ничего не бывает бесплатно. Такими прокачками вас просто подсаживают на дополнение к прокачкам к моделям. Например, к смоляным допам от мини-Arma в случае прокачки от Я моделиста. Или краски от Amo в случае прокачки от Arma. А я и не против. Предзаказ моделей у этих магазинов позволяет вам участвовать, кстати, в конкурсах с эксклюзивными призами. А что же выбрать? Однозначного ответа тут нет. Если вы хотите сделать максимально уникальную кастомизированную модель, то выбор вам к прокачке от Я моделиста. А если вы хотите попробовать химию от Amo, то вам лучше, наверное, выбрать Arma. А какой тайфун буду собирать я? Оба. И при этом один тайфун у меня будет собран в полной экипировке со всеми возможными дополнениями. И в очень необычной версии. Да, я ухожу в запил. А другой почти из коробки. Вот он, собственно, пока он не доделан. И мне будет интересно, насколько же дополнение улучшит вид модели. А еще я буду участвовать в конкурсе «Тайфун» за 80 дней от Я моделиста и в королевской битве от Arma. Так что мне будет очень нужна ваша поддержка в голосовании в их группах ВК. Так что я пошла собирать тайфуны. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.